Собака вдруг срывается и начинает яростно лаять на старое дерево. Полицейский сначала не понимает, что происходит, пока не замечает черный нарост на стволе. Он делает надрез и в ту же секунду жалеет об этом. Туманным утром бывший следователь Максим выходит на привычную прогулку со своим псом Рексом, единственным существом, которое осталось рядом после утраты семьи. Их жизнь давно стала тихой и однообразной, пока в один день все не меняется. Рекс внезапно начинает вести себя странно, рычит, лает и бросается к старому дубу на краю участка. Дерево выглядит обычным, но на его стволе есть черный, липкий нарост с неприятным запахом. Пес явно чувствует опасность и пытается остановить хозяина. Однако в Максиме просыпается забытое чувство – инстинкт следователя. Осматривая дерево, он замечает внутри нароста кусок ткани. Разрезав кору ножом, Максим находит полицейский значок. Номер на нем оказывается знакомым. Он принадлежал его напарнику Игорю, который пропал без вести 15 лет назад. Тогда дело закрыли как несчастный случай, но Максим всегда сомневался. Теперь становится ясно. Игоря убили, а тело спрятали в дереве. Потрясенный находкой, Максим понимает, кто-то из своих знал правду и скрывал ее все эти годы. В этот момент в лесу появляется капитан Марина Орлова, его бывшая коллега. Она ведет себя подозрительно, врет о причине визита, держится настороженно, а Рекс реагирует на нее агрессивно, чего раньше никогда не было. Максим быстро осознает, что Орлова пришла не случайно. Она знает о находке и пытается убедить его не вмешиваться. Напряжение растет, когда из леса выходят еще двое полицейских. Становится очевидно, за Максимом следили, и теперь его хотят заставить замолчать. В разговоре Орлова признается, Игорь действительно был убит. Он пытался раскрыть коррупционную схему внутри полиции. Деньги, полученные незаконно, якобы шли на нужды города. Когда он отказался молчать, его устранили. Орлова и ее люди считают это необходимой жертвой. Максим отказывается принять такую правду. Для него Игорь был другом, и справедливость важнее любых оправданий. Он показывает найденный значок как доказательство и заявляет, что не отступит. Ситуация быстро перерастает в угрозу. Один из полицейских пытается напасть, но Рекс мгновенно бросается на него и сбивает с ног. Максим успевает схватить оружие и держит остальных на прицеле. Однако силы не равны. Орлова готова стрелять. В критический момент появляется помощь. На поляну приезжает прокурор Николай Степанов. Оказывается, он уже давно подозревал неладное и следил за Орловой. Преступников задерживают, а значок становится ключевым доказательством в деле. Когда все заканчивается, напряжение спадает. Максим остается в лесу с Рексом. Он понимает, что правда наконец раскрыта, пусть и слишком поздно для его друга. Впервые за долгие годы он позволяет себе почувствовать боль и облегчение. Старый дуб, скрывавший тайну, больше не кажется зловещим. Тьма вышла наружу. Для Максима это утро становится началом новой жизни. И рядом с ним остается Рекс, верный друг, который не только защитил его, но и помог вернуть смысл жить дальше.